Приветствую вас, искатели знаний! С вами доктор Норд. На этом уроке мы сверстаем простую HTML-страницу с классическим для дебюта названием «Привет, мир». Украсим ее с помощью CSS-стилей и оживим за счет JavaScript. И все это мы сделаем лишь за 15 минут, буквально голыми руками. Скажете невозможно? Тогда смотрите видео до конца и убедитесь в обратном. Поехали! Итак, перед вами компьютер с чистой как слеза операционной системой. Начнем с почти пустого рабочего стола. Пусть вас не смущает его мрачный вид, ведь наша цель не красивая картинка, а быстрое знакомство с профессией веб-фронтенд разработчика. Если вы впервые слышите о такой профессии, то уместным будет короткое пояснение. Фронтенд дословно переводится с английского как «передний край». В компьютерных науках под фронтендом обычно понимают внешний интерфейс. Однако, как правило, дело не ограничивается лишь интерфейсом. Ключевым здесь является выполнение задач за счет именно клиентских вычислительных ресурсов, то есть на компьютере пользователя. И если речь идет о веб-приложении, то эти задачи выполняются в браузере. Вот как раз фронтенд-разработчик и создает клиентскую часть веб-приложения. Из доступных стандартных средств нам понадобится всего 3. Файловый менеджер для работы с файлами и папками нашего проекта, текстовый редактор для написания кода и, конечно же, интернет-обозреватель или попросту браузер для проверки полученных результатов. Уверен, что вы умеете пользоваться всеми 3 инструментами. Но даже если вы совсем ничего не знаете, не беда, всему можно научиться. Смотрите видео, повторяйте мои действия, и все у вас получится. Ну что ж, приступим. Для начала нам надо подготовить место на диске, в котором мы будем создавать и хранить файлы нашего веб-приложения. Для этого у нас есть стандартный проводник. Я же воспользуюсь старым добрым интерфейсом командной строки, также известным под названиями консоль и терминал. В операционной системе Windows консоль становится доступной после запуска файла cmd.exe. Нажимаем комбинацию клавиш Win-R, вводим имя файла cmd, расширение exe допускается не указывать, и можно нажимать «Ввод». Дополнительно я передам команду cls, которая выполнится сразу после запуска консоли и очистит ее. Теперь мы подготовим место на диске. Это можно сделать в любом доступном расположении. Я создам папку Projects, а в ней еще одну папку с соответствующим нашему проекту названием. Вы спросите, для чего так сложно? К чему все эти заморочки с консолью? Ответ очень прост. Если вы хотите стать крутым разработчиком, то освоить консоль вам придется обязательно. Иногда это единственное, что запускается на компьютере, и через что можно восстановить работу системы, или хотя бы вынуть данные. Кроме того, многие крутые программы имеют консольный интерфейс. Это отдельная тема, которой следует обязательно уделить время, но об этом в другой раз. Сейчас самое главное – это то, что неудобные, непривычные действия тренируют ваш ум. Воспользуйтесь возможностью немного саморазвиться. Если же вас угнетают безликие серые буквы на безжизненном черном фоне, можете попробовать PowerShell. Посмотрим, что у нас получилось через проводник. Его мы тоже можем запустить из консоли. При этом сделаем так, чтобы он сразу открылся в расположении нашего проекта. Как видим, папки созданы. Теперь можем приступать к верстке нашей веб-страницы. Запустим блокнот, будем последовательны и сделаем это также через консоль.
Далее первым делом выполним сохранение в файл index.html. Такое имя файла выбрано не случайно. Когда пользователь заходит на сайт, то, как правило, имя файла в адресной строке не указывается. И тогда веб-сервер самостоятельно принимает решение, какую именно информацию передать в качестве ответа на запрос. В соответствии с отраслевым стандартом, в простейшем случае как раз и будет передано содержимое файла index.html. Убедитесь в правильности пути сохранения файла. Проверьте, чтобы была выбрана кодировка UTF-8 и нажмите кнопку «Сохранить». Кодировка UTF-8 позволяет использовать символы стандарта Unicode, включающего в себя знаки почти всех письменных языков нашей планеты, а также великое разнообразие других символов. По правде говоря, способы представления информации в компьютере в целом и способы кодировки символов в частности также заслуживают отдельного внимания. Но и эту тему придется отложить на другой раз. Ограничимся лишь ссылками на стандартное название кодировок символов и, собственно, на стандарт Unicode. Приступим к верстке. Сначала объявим тип документа, указываем HTML. Так мы сообщаем браузеру, что содержимое нашего файла представляет собой разметку HTML современной 5-й версии. Обозначим корневой элемент, в нем расположим элементы head для формирования метаданных и body для формирования видимой части документа. Под метаданными понимают средства классификации, упорядочивания и характеристики данных. Иными словами, это данные о данных. В нашем случае метаданные призваны охарактеризовать содержимое веб-страницы с целью автоматизации ее поиска и управления нею в больших информационных потоках интернета. Далее зададим язык текстового содержимого нашей страницы, так называемый языковой ярлык или тег. Эту информацию используют поисковики и программы экранной озвучки. Значение атрибута lang должно соответствовать стандарту, ознакомиться с которым можно здесь. А этот ресурс поможет правильно сформировать языковой тег. Также следует указать кодировку символов, используемую на странице. Вот как раз кодировка UTF-8 и является рекомендуемой. Следующим шагом оформим заголовок нашей страницы, который будет отображаться на вкладке в браузере. Кроме этого, здесь могут указываться авторство, иконка, ключевые слова, карточка предпросмотра и другая информация. Однако мы на этом этапе закончим с метаданными и перейдем к оформлению видимой части документа. Позже нам еще предстоит вернуться к содержимому тега head, чтобы подключить CSS-стили и сценарии JavaScript. В видимой же части мы создадим заголовок первого уровня и пару абзацев с текстом. Чтобы не утомлять вас рутинной на первый взгляд работой фронтендера, некоторые действия я буду демонстрировать в ускоренном режиме воспроизведения. Посмотрим, что получилось. Для этого перейдем в проводник и дважды кликнем на файле index.html. Запустится браузер, и мы увидим результаты нашего труда. Следует отметить, что с 15 июня 2022 года компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer и рекомендует пользователям перейти на свое детище Edge. Безусловно, вы можете воспользоваться и другими современными передовыми браузерами, такими как Mozilla Firefox, Opera или Google Chrome. Более того, фронтенд-разработчику крайне желательно иметь эти и другие браузеры установленными для проверки функциональности своих проектов. С версткой мы закончили, и пришло время оформить CSS-стили. Порядок действий следующий. Создадим папку для CSS-файлов, создадим файл стилей и подключим его к нашей веб-странице. Вперед!
Конечно же, нам приходится вручную делать многие рутинные операции. Например, проставлять отступы, прописывать открывающие и закрывающие теги, отлавливать синтаксические и логические ошибки в файлах сценариев, каждый раз обновлять браузер для проверки результата. Ну а чего вы ожидали от способа под названием «голыми руками»? Мы ведь пользуемся тем, что есть. А если вы все же прониклись веб-разработкой, подписывайтесь на канал, и я расскажу вам, как начать правильно, какие инструменты использовать и как их настроить. Стилизация завершена. Пришло время немного оживить нашу веб-страницу. Основные действия такие же, как и на предыдущем шаге. Создадим папку для JS файлов, создадим файл сценария и подключим его к нашей веб-странице. Internet Explorer по старинке предупреждает нас, что предполагается выполнение программы. Разрешаем и приступаем к программированию. С помощью JavaScript мы добавим еще один элемент на нашу страницу по тайм-ауту и стилизируем его также по тайм-ауту. Обратите внимание, что Internet Explorer не поддерживает стрелочные функции, поэтому слово function приходится писать целиком. Проверим результат, обновим страницу, и через 2 секунды появился новый элемент. И еще через такой же промежуток времени к нему применились стили. Все выполнилось в соответствии с программой. Основная цель этого урока достигнута. Мы создали веб-страницу, используя 3 базовые технологии современного веб-фронтенда. При этом сделали это, как я и обещал, за 15 минут голыми руками, без установки специальных программ. Но мы на этом не остановимся. Потратим еще немного времени и сделаем нашу страницу двуязычной. Добавим ссылку, через которую будем переключаться между страницами с разными языками. Добавим стили для нее. Далее создадим копию HTML файла и выполним перевод. Все работает, но дополнительный элемент остался без перевода. Так вышло, потому что он создается отдельно в скриптовом файле. Допишем программу, чтобы и этот элемент переводился. Обращаю ваше внимание, что такой способ перевода, хоть и используется даже сейчас, но крайне нежелателен, так как нарушает один из базовых принципов создания приложений – не повторять себя. Действительно, как только появляется задача изменить что-то на веб-странице, сразу возникает необходимость делать одинаковые действия в 2 файлах. Вы только представьте эту трудоемкость, если языков 10 и более. Кроме того, в нашем случае текст, подлежащий переводу, оказался разбросанным по разным файлам, что также создаст затруднения при работе с более-менее насыщенными проектами. Но для начала такой способ нас вполне устроит. Главное, что мы выполнили поставленную задачу. В будущих уроках я покажу вам способ создания многоязыкового веб-приложения, лишенный этих недостатков. А сейчас проверим, что у нас получилось. Как видим, дополнительный элемент также переводится, на этот раз уже с помощью JavaScript. И напоследок домашнее задание. Как же без него? Выберите понравившуюся хайку, японскую поэтическую миниатюру, и оформите ее по нашему примеру. Для вашего удобства все файлы созданного проекта я опубликовал на GitHub и составил подробный конспект по материалам сегодняшнего урока. Изучайте конспект по ссылке в описании. В нем вы также найдете ссылки и на остальные ресурсы, демонстрируемые в этом уроке. На этом все. Ставьте лайк,
Подписывайтесь на канал, делитесь этим уроком с друзьями и присоединяйтесь к сообществу Nerdexium в Дискорде. А с вами был доктор Норд. Увидимся!